Дагер. В общем, ребят, такая ситуация. Даже я не знаю, это и смешно, и грустно. Подлещик будет он. Так, ребят, в общем, смотрите, ситуация такая. Звонит мне как-то дружище, говорит, нужно спиннинг мне новый. В варианте travel. Такой, да, универсальный, да, для Волги. И как можно быстрее. А мы в последнее время заметили, что у нас на рынке появилось очень много палок Дайо. Дайо, Даюй. По-разному его называют. И, короче, по факту я заказал ему Daiyo Dodger в тесте 5.25, длине 2.70. Вот. Но он там на Волге рыбачит, ему длина была, конечно, побольше нужна. Я на себя заказывал, забрал я ее и решил снять обзор, пока он не забрал ее у меня. И я сначала рыбачу на палке, потом уже что-то про них могу сказать. Это, в принципе, ну, правильно так. А не просто там комментов начитался, пошел снимать, нет. И получилась такая херобурина, что начал пулять джиг, тестить его. И сам тест палки 5.25 получается. При весе, общем весе приманки, там джиговка была 14 грамм, и копия на Авамуру от Crazy Fish, она весит 13 грамм. Спиннинг сломался. Да, я лопнул напополам. Как бы смешно это и грустно не звучало для меня в данный момент. Но, думаю, это единичный, конечно, такой случай. Я не знаю даже, чем его объяснить. Вот видео, как бы, смотрите. Тут я также покажу тесты того, что я успел. На чем я успел ее протестировать, скажем так. Ну, пиздец, короче, честно говоря. Я вообще не ожидал. У нас палок Дайо на двоих, вот с кем я постоянно рыбачу, уже где-то, наверное, поток скопился от лютого мормышинга до, вплоть до кастинга в тесте 40 грамм. Я сейчас расстроен. К тому же мне сейчас приехал ультралайт, я его еще даже не забрал. Что от него сейчас ожидать? Ладно. Надеюсь, единичный случай. Надеюсь, компания Daiyo услышит об этом вопиющем случае, скажем так, то, что, блин, на первой рыбалке у нее палка сломалась с перегрузом 2 грамма приманкой. Телескопики, они сами по себе не очень хорошие, там в строе, скажем так, и в прочности. Точно, сегодня читал комментарии, и говорят, палка очень хрупкая, ну просто очень. Там кто-то тащил кужму на 2 килограмма, и палка у него тоже лопнула, только я не знаю где, может даже он не написал, но вот, короче, вот этот комментарий, надеюсь, его сейчас найду, и вот так вот его сюда аккуратненько. Бух! Вот, видите, кужма 2 килограмма. Ладно, хрен с ним. Благо палки вообще недорогие. Вот я взял за 2000. Буду должен другу сейчас 2000, то бишь новую палку какую-нибудь в районе этой суммы заказывать. Но я расстроен прям очень дико. Да, меня в данный момент прям начинает разочаровывать. Ты про мой не сказал катушкой держать? Я пока не буду ничего лишнего говорить. Были у нас еще пару косячков с Daiyo, особенно с легендарной Daiyo Prestige второго варианте. С браком она приходила, но я благо поменяли быстренько. Ладно, смотрите, короче, как это все получилось. Как-то вот так вот.
плечи. Будет, Толь. Не-не-не, это вот ты спишешь принципиально не ходить, просто катушки не пришла. Я думаю, когда при катушках пришли же, я уже не знаю, ходить. Давила, а то есть палка не стреляет. Начнем тестирование палки с 6 граммов. Это джиг Танта 1,5-дюймовые, которые не весят ничего. Короче, грубо говоря, кидаем 6 небольших граммов. Заявленный тест от 5. Танточка. Большой танточка. Так. Кончик. Не особо реагирует кончик, конечно, на такую легкую снасть. Ладно, будем пробовать смотреть. Катушка у меня тут стоит 3000-ник от какой-то компании Йо, тоже бюджетная компания, но вроде неплохая, петли не пуляет, и ладно. Шнур плюс-минус разрывом на 6 килограмм. И поводок я поставил 0,35 моно, потому что как мелкие, так и крупные приманки будут. Перевязывать сейчас вообще как бы из-за просто тестирования палки не особо хочется. Ладно, смотрим, докуда долетит. Ну тут немножко кривой заброс получился. А главное посмотреть, как играет удочка, или играет ли она вообще на своем заявленном тесте. Чувствительность есть, конечно, но очень даже слабая. Повторный забросик. Такой слабый заброс сделаю. В принципе, просто сзади трава сильно мешает. Высокая. Если приложиться, то можно хорошо пулять далеко. Где-нибудь там в другом месте будем. Понял. Но чувствуется слабо, но чувствуется все равно. Я думаю, на логе там течение большое. Если против течения вести приманку, то будет плюс-минус неплохо. Вот. Более-менее вложился так забросик, но тоже не сильно. Летит аж прям под самый камень камышей. Ну сколько? Ну блин, ну думаю метров 35-40 где-то она так 6-граммовую приманку пуляет. Кончик действительно работает хорошо, но вам, наверное, как-нибудь вот так вот. На, как, вот сюда встану и вверх поправлю. 6 граммах джига вообще хорошо идет. Это значит, что на отличнике, скорее всего, что будет заваливаться. Такое ощущение, что я траву просто тащу на своей приманке. Возможно, так оно и есть. Давайте вот посмотрим. Нет, никакой травы нету. Короче, так, если судить о первом забросе, получается, что палка, она плюс-минус такая джиговая для вертушек, для блесен, но никак не для твитчинга. Здесь шайнер. Я не знаю, от кого мне его дали. Чебурашка на 8 грамм. Короче, вот это все вместе я взвешиваю 11 грамм ровно весит. Ну, есть, но это больше, мне кажется, то, что кончик прогибается. Да? Возвращается, а не стук по бланку. Это не стук бланка. Ну, все равно это стук. Я не называю это стуком. Не называешь? Бланк изгибается, ты чувствуешь, когда он обратно возвращается. А стук это прям когда именно... То есть, нет, не... Вот сейчас стучит. Там песочек может. Да, вот сейчас прям... О, метни потом туда, ты офигел, это прям стук хороший. Прям так тух-тух. Туда вот в сторону. Ну, да, понял, в общем, делаем выводы пока предварительные, что палка на 11 граммах стучит на песочке. Ой, а мне кажется, даже от 7 будет стучать, потому что сейчас стук очень хороший. Да ладно. Я тут рекомендую не докидывал, там может реально песок или камни там какие-то стоят. Прям, ну.
С учетом того, что шнур здесь стоит дешманский, по-моему, 700 рублей я его покупал. Да, я даже не помню, какой фирмы. Ты сейчас вот То катушка-то не моя. попробуй туда это. Блин, вот мне кажется, реально какой-нибудь бахнет туда вот. Да. Эту палочку удобно вот так вот делать, так просто чпунька, но полетела вдоль берега. За счет ее длины это, в принципе, удобно. Я не понимаю, одно такое. Так, более серьезный вес это у нас Chopitail 100, весит 6 граммов, и Чебурашка 14 граммов. 20 грамм сейчас будет. 20 грамм, Почти предел. 300, да, 300 к концу теста. Ну, я думаю, полет не сильно будет. Ну да, полет не сильно великий. Но пуляет она хорошо, сейчас метров, может, там даже 50 пульного. Даже играя кого-то то размашистого хвоста Chopitail, она прям чувствуется. Можно даже по кончику посмотреть, как она бум-бум-бум-бум-бум. На заброс, конечно, 20 грамм он уже заваривается, то бишь, то точно, походу, не отвечала палка. Да он, знаешь, он универсальный, знаешь, такой. Он не На некрупные воблера, может быть, он дернет. Он не ярко джиг. Сами, да, заявили, что он как бы более универсален. Но универсален не только в том, что он джиговый, и там воблера на нем можно дергать, а еще в том, что на нем можно удачно, как бы приятно ловить на поплавок дальнего заброса, типа вместо мачевой палки. Я ловлю в ответственном самодуре, я первый раз такое слышу, я не знаю, что это значит. Ты знаешь, это как палка 30. Но там зацеп, и сразу можно вот с помощью зацепа смотреть, как палка включается в работу на такой дистанции. Но гнется она где-то от середины, начиная, хотя даже чуть-чуть задевая вот этот бланк. Кидает, конечно, за счет своего роста прям даже хорошо. Копия на Савамура. 13 грамм веса плюс 14 грамм чебурашка. Получается 27 грамм. 2 грамма перегруз. Смотрим. Пробуем. Ты прикинь, Че? сломалась? А я слышал треск, эта палка сломалась. Да. Погоди, Вань, сейчас я. Это прикол, что ли, какой-то? Ну давай, жги. Ёб твою мать. Там 2 колена, что ли? Это 2 колена. Ну на. Я слышал звук этот. А ты что бросил, ты еле-еле, этот нахуй, этот эпический. Начались первые проблемы, да. Проблемы, это не проблемы. Так, небольшая спиннинг сама с перезабросив. Перегрузили на 2 грамма. Интересно. Вань, это за щуку, Какую? которую только что запустили. Как бы вот весь сезон сам.
Я теперь точу спиннинг, получается, своему товарищу.